Друзья, всех приветствую на канале CodCode. В данном ролике мы поговорим про Livewire. В целом про связку Laravel и Livewire мы будем говорить довольно-таки часто. Прямо сейчас поставьте этому видео лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые уроки. Что такое Livewire? Livewire это полноценный фреймворк для Laravel, который позволяет создавать динамические приложения без JavaScript. А что, так можно было, что ли? Звучит очень круто. Что нам об этом говорят сами разработчики? На официальном сайте говорят о том, что есть такие инструменты, как Vue и React. Они очень крутые, но при этом разрабатывать на них очень сложно. Так быть не должно, и нам на помощь приходит Livewire. Звучит очень круто. И в целом это действительно так. В данном ролике мы установим Livewire на свежий Laravel и продемонстрируем небольшой пример. Как устанавливать Laravel я уже показывал в предыдущем ролике. Если у кого-то с этим сложности, то обязательно посмотрите. Итак, начнем. Загонять. Вот с этого момента поподробнее. Вот. Итак, друзья, далее установим Livewire. Для этого выполним следующую команду. Composer, require и пакет Livewire. Далее выполняется установка. Устанавливается версия 2.4. У меня он уже был ранее установлен, поэтому все проходит быстро. Итак, Livewire установлен. Далее интегрируем его в наш проект. Для этого открываем наш файл layout и добавляем следующие теги: Livewire Styles и Livewire Scripts. Они подтягивают необходимые стили для Livewire и JS-скрипты. В общем-то и все. После этого с Livewire мы можем работать. В предвкушении, что же будет дальше? Давайте создадим первый компонент. Давайте назовем его First. Так, компонент создан. Что в него входит? Это, соответственно, вьюха. В папке Livewire находится. И сам класс компонента HTTP Livewire First. Здесь пока что ничего нет, только один метод render, который рендерит вьюху. Далее нам нужно добавить наш компонент к нашему проекту. Стартовая страница Welcome. Добавляем компонент. Для этого используем тег Livewire. И внутри передаем название нашего компонента. Далее запускаем веб-сервер. И смотрим. Пустой экран, все правильно, потому что вьюхи пустые, в них ничего нет. Стоит нам добавить сюда какую-нибудь фразу. Она тут же отобразится, все работает. Давайте создадим небольшой компонент-пример, напишем точнее. Пусть это будет значение, которое будет инкрементироваться, декрементироваться. Value. По умолчанию пусть будет 0. И два метода. Один из которых будет инкрементировать это значение. Ничего сложного, все максимально просто. И декрементировать. Теперь перейдем в нашу вьюху. Выведем значение. И добавим две кнопки, которые будут увеличивать и уменьшать. Плюс и минус. И, соответственно, вызовем эти методы по клику. Vir, клик. Инкремент. Декремент. Минус поменяем. Так, возвращаемся. Есть нолик, нажимаем плюс. Становится 1. Все динамически. Никакой перезагрузки браузера не происходит. Отлично, с этим можно работать. Можно делать полноценные приложения. Все, что
позволяет ваша фантазия. Absolutely. Итак, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, всем понравилось. Если да, то подписываемся на канал, прожимаем колокольчик. Следующие видео будут более сложные. Постараемся с каждым видео постепенно наращивать сложность. Поэтому увидимся в следующих роликах. Всем пока.